В Москве грузовик врезался в трамвай. Путин обещал решить вопрос с Ютубом. Картофель в Россию повезут из-за границы. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Но начнем мы с войны. Это кадры из Краснодарского края. О массированной атаке дронов на регион заявили российские власти. Цифры у региональных и федеральных чиновников не сошлись. Эпицентром атаки предположительно стал город Крымск. Его жители массово сообщали в соцсетях о взрывах. Видео атаки выкладывали преимущественно на украинские каналы. Глава Крымского района Сергей Лесь написал о 46 сбитых за ночь беспилотников только над этим Крымским районом. Издание «Астра» обратило внимание, что чиновник в итоге удалил свой пост. Минобороны России же сообщила цифры меньше – 36 БПЛА над всей территорией Краснодарского края. Возможной целью атаки СМИ называют военный аэродром Крымска. Российские дроны «Шахед» атаковали Одессу. Одна женщина погибла, еще 10 человек ранены. Среди них есть дети. Об этом сообщают местные власти. Глава областной военной администрации Олег Кипер пишет, что разрушен многоквартирный жилой дом в центре города. Кроме того, поврежден магистральный трубопровод центрального отопления. Из-за этого без тепла остались больше 200 домов. С российской стороны удары по Одессе активно комментируют провоенные блогеры. Они утверждают, что дроны камикадзе «Герань» атаковали порт Одессы и били по военным целям. Федеральный чиновник признал мародерство в Курской области. Жители встретили эти слова аплодисментами. По поводу мародерства тоже вчера обсуждалось на федеральном совещании с силовыми ведомствами, потому что, к сожалению, есть факты мародерства как среди гражданских лиц, так и военных. Это министр транспорта и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт на встрече с беженцами из приграничья. Он выступил перед курянами, пострадавшими от войны, вместе с главой региона. Ранее из Курской области не раз поступали сообщения о мародерстве в населенных пунктах, где не было солдат ВСУ. Например, из Коренева. Катя, или твой матрас из кровати. Скоро придут за Юлькиным. В России YouTube заработал без ограничений. Во всяком случае, об этом вечером в четверг стали сообщать СМИ и телеграм-каналы со ссылкой как на собственный опыт, так и на сервис Global Check. По данным этого сервиса, доступность YouTube в стране составляет 100%. При этом внутренняя статистика Google не показывает увеличение трафика YouTube. Он остался на уровне августа, когда YouTube в стране начали замедлять. Внимание на это обратило издание агентства. Журналисты при этом уточняют, что последнее обновление внутренней статистики Google было 15 ноября в час ночи. Но сервис не указывает, о каком часовом поясе идет речь. Если вы нас смотрите из России, то обязательно напишите в комментариях, заметили ли вы улучшение работы YouTube без VPN. Сообщения об ускорении работы YouTube появились после обещания Путина разобраться с его замедлением. Ранее днем в четверг гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров заявил РИА Новости, что накануне встречался с Путиным, и тот пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в России. Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю». В России не хватает картофеля, его будут завозить из других стран. Проработать этот вопрос вице-премьер Дмитрий Патрушев получил Минэкономразвития и Минсельхозу. При этом Патрушев уверяет, что дефицита картофеля нет, просто спрос на него очень высокий. Его слова приводит пресс-служба правительства. Процитирую. «Картофелем у нас рынок обеспечен. Тем не менее, имеет место увеличение спроса на этот товар. Поэтому планируем импортировать картофель из дружественных стран». По состоянию на 1 ноября урожай картофеля в России снизился на 15%, почти до 7 миллионов тонн. Об этом писали «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза. В ведомстве объяснили это тяжелыми погодными условиями, с которыми аграрии столкнулись в этом году. А по оценке Союза участников рынка картофеля, урожай в этом сезоне сократился на 20%. Военный напал на полицейского с ножом и покусал его. Военнослужащего зовут Сергей Чебыкин. Ему назначили 5 лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Томский гарнизонный суд. Об этом сообщает «Медуза» и канал «Сибирский экспресс» со ссылкой на пресс-службу суда. Как говорится в сообщении, цитата, «Не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции», конец цитаты, военный ударил ножом по кисти полицейского, а потом укусил его за предплечье. Ну и еще одно происшествие в Москве. КамАЗ врезался в трамвай с пассажирами.
Авария произошла в районе станции метро Войковская. Кадры с места событий публикуют в соцсетях. На них видно, как люди выбираются из салона трамвая через разбитые окна, помогая друг другу. Движение трамваев на этом участке заблокировано. Поэтессу Веронику Долину задержали в аэропорту Жуковский. Об этом пишет провластный телеграм-канал ШОТ. Как сообщает канал, против нее могут возбудить дело о контрабанде сильно действующих веществ и наркотиков. Якобы 12 ноября на таможне у поэтессы нашли таблетки, в частности, суматриптан и другие препараты, в которых содержатся сильно действующие вещества. Сейчас поэтесса находится дома. ФСБ провела обыск у нижегородского художника Александра Курицына. Об этом сообщает издание «Русньюз». Курицын работает под псевдонимом «Синий карандаш». В начале ноября в центре Екатеринбурга появилась его работа «Надпись «Идите лесом». Точно так же называется проект, помогающий россиянам избежать участия в войне. Русньюз пишет, что у художника изъяли книги и средства связи. Его подозревают в причастности к деятельности антироссийских структур. Туристы не могут выехать с Бали из-за извержения вулкана. Среди них есть россияне, сообщает телеграм-канал ШОТ. Еще 13 ноября более 20 международных рейсов на острове Бали были отменены из-за извержения вулкана Леватобе. Об этом сообщает национальное агентство Антара. Сотни туристов до сих пор сидят в аэропорту или ждут возобновления рейсов. Как рассказал ШОТ, одна из туристок, москвичка Елена, уже вторые сутки ночует в терминале аэропорта. Это все новости к этому часу. Поставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на наш канал. Также подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши выпуски, в том числе в аудиоформате, чтобы вам было удобнее. Непонятно, работает YouTube в России или нет. В студии утром для вас работала Екатерина Воропай. Берегите себя и пока-пока.